Я хочу поговорить с вами о конфликтах в семье и о том, как это влияет на детей. Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте поговорим об этом по-взрослому, серьезно. Речь, конечно, будет не о детях. Это очень нечестно перестать, например, конфликтовать, потому что травмируется ребенок. Проблема в другом. Мы с вами взрослые люди, мы якобы взрослые люди, и мы не умеем конфликтовать. Первое, конфликт – это естественно. Первое, что надо понимать, я не всегда могу быть согласна с другим человеком, там, с его позицией, с его поведением. Но то, что поднимается у меня внутри и рождает тот неконструктивный конфликт, который мы все с вами наблюдаем в семьях, в отношениях, в бизнесе, это же как раз не про взрослого. Во мне поднимается такая, не знаю, священная ярость. Кто-то такой неаккуратный, ему надо срочно стать аккуратным. И я сейчас в такой гневной форме ему это расскажу. Немедленно убери тарелки с кухни. Кто это там внутри меня сейчас орет? Германская психотерапевтическая школа называет вот этого орущего скандалиста внутри нас злобный свин. Это хорошая метафора, за которой стоит маленький внутренний ребенок, травмированная наша часть, которую травмировали наши родители. Так, может быть, кричали нам в детстве. Так внушили нам, что это правильно. Что правильно так орать, что правильно наезжать. Нам угрожали, нам аргументировали, что тарелки нужно убирать. И у нас в голове у ребенка сложилась как бы логика того, что это естественно и правильно нужно убирать, и то, что требовать вот этого чистоты в квартире нужно таким унизительным способом. У нас в голове это сложилось, потому что с нами так разговаривали. И сейчас, когда мы так неконструктивно конфликтуем друг с другом, это один внутренний ребенок, травмированный, которому очень больно, конфликтует с другим. Вот в этом ужас конфликта. Или мы решили быть хорошими и никогда не конфликтовать, и мы держим все свои чувства в себе. Нас они переполняют, они заполняют все наше внутреннее пространство. Но снаружи мы такой покерфейс и да-да, хорошо, да, как скажешь, дорогой. А внутри ребенок наш учитель. Наверное, слышали это выражение. Природа ребенка слышать хорошо или плохо родителям, потому что его выживание зависит от родителей. И когда мы поглощены вот этими чувствами, когда мы внутри их переживаем, а снаружи мы вполне интеллигентные люди, ребенок слышит этот конфликт. Он слышит, какой злой или какой обиженный, или какой недовольный его родитель. И что делает ребенок? Он учится, постоянно учится. Он начинает понимать, что чувства надо сдерживать. Или он начинает понимать, что чувства не надо сдерживать. А если у него был сдержанный папа и не сдержанная мама, то ребенок всегда занимает чью-то сторону во время конфликта и занимает сторону слабого. Ребенок всегда поддерживает слабого. Если во время конфликта ребенок говорит, да-да, мама права, и начинает там, например, наезжать на папу или защищать маму или обнимать ее, обратите внимание, он читает сейчас вас слабой и проигрывающей стороной. Это жуткая информация. Мы травмируем ребенка, когда кричим, когда недовольны, когда молчим. Что же делать?
Может быть, не нужно выражать все это? Нет, это не работает. Тогда это будет накапливаться внутри нас. Говорить это при ребенке или за дверями спальни? Он будет знать, что здесь все было шито-крыто, а там происходит трагедия. Он слышит ваше состояние, как бы далеко вы от него ни находились. Поэтому это тоже не работает. Работает честный разговор друг с другом. Работает снятие защиты в отношениях в паре. Когда вы позволяете себе снять свою броню и сказать: в этом вопросе я уязвима. Я не хочу, чтобы ты сейчас мне, например, давал советы, потому что ты даешь мне эти советы, у тебя очень злое лицо. Мне сейчас просто страшно, дискомфортно. Ты говоришь все правильно, но ты такой злой сейчас. Я боюсь тебя. Я не хочу получать помощь таким образом. Это про взрослость в отношениях. Взрослость в отношениях – это не стать неуязвимыми. Взрослость в отношениях – это не стать людьми, которые ничего не чувствуют, у которых все время все хорошо, которые сияют, как солнце и луна, и между ними все время гармония. Это не взрослость, это иллюзия, это идея о совершенстве, которая может убить любой брак и убить любые отношения и убить любую жизнь. Не это взрослость. Взрослость – это уважать свое несовершенство. Уважать свой страх раскрыться. Видеть, что вы, например, спасаете отношения тем, что замалчиваете какие-то проблемы. И сказать своему партнеру, что ты знаешь, мне кажется, что это или я считаю это недопустимым, но я могу тебе это сказать только в форме приказа, крика. Там из меня рвется просто столько боли и столько ненависти. Сказать о чувствах, но не становиться этими чувствами. Тогда вы можете это говорить и при ребенке. Я помню, чудесная женщина разговаривала со своим мужем, и она говорила: я не люблю тебя, ты понимаешь, я тебя не люблю. Он сидел спокойно, ее слушал. Я сидела в их машине сзади, я была свидетелем этого разговора. И когда она выражала вот эту свою «я не люблю тебя, я не люблю, понимаешь, я тебя не люблю, не люблю», она переводила какие-то разные аргументы, разные истории и все время возвращалась к этому, что я не люблю, и она была очень злая, она очень была раздраженная. Он ее слушал. Он почему-то был спокоен. Я была удивлена его спокойствием. Я не знала, что за ним кроется. Я просто внутри слышала, что он спокоен, не только снаружи. Когда она через час закончила, он ее спросил. Я думала, он спросит ее: почему тогда ты со мной? Или уходи, или меня устраивает, что ты меня не любишь. А он ее спросил: ты сейчас очень злилась. Ты сейчас очень-очень злилась. На что ты злилась? Я была шокирована не меньше этой женщины. Она стала исследовать, смотреть, на что же я злюсь. Он говорит: ты сказала, что ты меня не любишь. Это информация. А злилась ты на что? Ведь с моей стороны не было того, чтобы я тебя заставлял сказать, что ты меня любишь. Она прислушалась к себе, заглянула и говорит: ты знаешь, я злюсь на себя. Я не на тебя злюсь. Я злюсь на себя, что я живу с мужчиной, которого я не люблю.
Он говорит, супер, ты живешь со мной, потому что я тебя содержу, потому что я решаю твои материальные проблемы. Она говорит, да, и ты обо мне заботишься. То есть я для тебя больше родитель. Она говорит, да, и родитель, и друг. А почему ты не можешь быть благодарна за то, что я о тебе забочусь? Она говорит, я думаю, потому что я должна тебя любить за это. Но, говорит, ты можешь меня не любить, ты можешь быть мне просто благодарна. И я помню, как опустились ее плечи, когда она поняла, что она уже благодарна. И когда она стала испытывать эту благодарность, из нее потекла и любовь тоже. Даже когда один из партнеров может быть во взрослой позиции, это может исправлять ситуацию. Для ребенка очень важно видеть, как родители решают конфликты. Он учится беспрестанно на поведении родителей. И увидеть правду, открыть эту истину для себя, для ребенка это урок. И вы можете, как родители, понимать, что первое, конфликты неизбежны, ребенок учится на вас, на вашем опыте жизни, вы, попадая в конфликт, можете позволить себе эту роскошь проживать конфликт и не прерывать контакт, оставаться в отношениях с этим человеком, говорить о своих чувствах, но не становиться этими чувствами. И что этот урок, наверное, самое ценное, что ребенок сможет получить от вас. Это больше, чем знание английского, катание на лыжах и спортивное тело. Он об вас научится жить. Вот каким ресурсом вы обладаете как родитель. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.